Почему эти идеи так хорошо приживаются сегодня? Ну, знаете, такие как чувство обиды или ментальность жертвы. Почему эти идеи так хорошо работают? Почему становится нормой говорить, что может вам и тяжело, но вы не представляете, через что пришлось пройти мне? Я жертва. Похоже, сейчас такого очень много в противовес принятию личной ответственности. Почему этим идеям сегодня уделяют так много внимания? Или это что-то, что всегда было таким? Я думаю, в каком-то смысле это вечная битва. Смотрите, история про Каина и Авеля про то же. Ответственная праведная жизнь и зависть, порожденная наблюдением за ней. Так что я считаю, это очень старая проблема. И я думаю, суть в том... Зависть? Вы сказали зависть? О, определенно зависть, конечно. Подумайте просто об обсуждении 1%. Будь-то бы есть этот 1% зла. Знаете, сколько вы должны зарабатывать, чтобы попасть в этот топ-1? В мировом масштабе. В мировом? 53 тысячи долларов в год? 32. 32. Мы делали видео про это. Если зарабатываете 32 тысячи долларов в год, то вы в топ-1%. Так что зачем вы проводите границы таким образом, что люди в этом проценте не вы? Если это не зависть. Если вы чувствуете себя хорошо, попадаете, скажем, в средний рабочий класс, нормально зарабатываете. И я не говорю, что много, но вы не голодаете, у вас есть тепло, кондиционер, у вас есть доступ к современным технологиям, есть возможность развиваться в будущем. То есть у вас все нормально, а по историческим стандартам все просто отлично. Тогда почему вдруг вы завидуете людям из этого процента, которые богаче вас? При том, что вы сами часть этого процента. Это ли не зависть? А богач всегда тот, у кого денег больше, чем у меня. Вот кто такой богач. А я не такой. Особенно, учитывая то, что я жертва. А другая часть ментальности жертвы – это, например, скажем, вы можете иметь осмысленную жизнь, приняв на себя ответственность, но это тяжелый груз, вы должны быть сознательны, готовы, твердо стоять и двигаться навстречу чему-то трудному. У вас должен быть самоконтроль, и вы должны жертвовать в настоящем, чтобы будущее было лучшим. Это сложно, многое нужно учесть. А когда вы принимаете ответственность, думаете, хочу осмысленную жизнь, это как «может вы хотите». Если только готовы принимать ответственность, какая этому альтернатива? Что ж, собирать кучу незаслуженного сочувствия за свое жертвенное состояние и в то же время топить людей, которые готовы брать больше ответственности, чем вы. Это грязная игра. И я также вижу, как в нее играют в университетах. Думаю, если учетверить зарплаты социологов, тогда большинство политической корректности испарится. Считаю, что они завистливы и ревнивы, потому что видят, как люди, не умнее их, чувствуют себя намного лучше в этом капиталистическом мире, а это побуждает их зависть и ненависть. Даже учитывая, что они невероятно привилегированы на своих позициях, как, скажем, профессоры социологии или профессоры социальной деятельности или других факультетов образования, которые стали невозможно коррумпированными. Это зависть.